Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device, и сейчас у нас очередной ролик по настройкам и фишкам смартфонов Xiaomi. Ни для кого не секрет, что на смартфонах Xiaomi есть различные скрытые фишки, а также очень много разных интересных настроек. В дополнение ко всем этим настройкам и фишкам существуют такие приложения, которые позволяют их быстро и беспроблемно открывать. И в данном ролике я покажу вам одно из лучших таких приложений. К примеру, через него вы сможете попасть в дополнительные настройки уменьшения яркости. А также это приложение позволяет измерять пульс на смартфонах Xiaomi с достаточно большой точностью. Не будем обо всем сразу, пойдем по порядку. Друзья, перед началом обзора попрошу поставить лайк этому видео и, пожалуйста, досмотрите этот ролик до самого конца. Это очень важно. Всем заранее спасибо. Данное приложение называется Mi Fit, но это совсем не то приложение, которое относится к фитнес-браслетам. Скачать вы его сможете по моей ссылке в описании. И, пожалуйста, не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте. Итак, давайте перейдем к обзору. Для того, чтобы запустилось приложение, у вас должен быть подключен интернет. Нажимаем зеленую кнопку, приложение загружается, и мы попадаем на прямые ярлыки, которые ведут на все скрытые фишки и интересные настройки ваших смартфонов. Итак, первая фишка – это очистка динамика. Данная функция есть практически на каждом Xiaomi. Где-то она скрыта, а где-то нет. Например, на Poco X3 Pro она не скрыта. При ее запуске динамики смартфона очищаются от мелкого мусора. Функция действительно рабочая, очистка происходит. Для этого сделайте максимальную громкость. Следующая фишка позволяет делать настройку стереодинамиков. Здесь нужно зайти в раздел «Слух». Если на вашем смартфоне присутствует стереозвук, как на моем Redmi Note 10 Pro или, например, Poco X3 Pro, то вот этим ползунком можно регулировать уровень звучания в верхнем или нижнем динамиках, а также включать или отключать монофонический звук. Далее функция устранения мерцания, но на Redmi Note 10 Pro ее нет, она просто не открывается. А вот на Poco X3 Pro она есть, и она даже работает. Сделайте яркость примерно в самый низ. Теперь включаем устранение мерцания. Экран становится еще более тусклый. Эту функцию лучше включать вечером, когда вы серфите интернет, для того, чтобы ваши глаза не так уставали. К слову, добавлю, друзья, что выход из этой функции не полностью включает яркость на вашем смартфоне. Здесь помогает обычная перезагрузка. Дальше ярлык, который ведет в настройки боковой панели, ведь эти настройки также являются фишкой смартфонов Xiaomi. Следом идет ряд скрытых настроек, например, подсветка джойстика. Если активировать эту галочку, то вот здесь снизу появляется такое свечение. Когда вы подключаете джойстик к смартфону, он будет подсвечиваться именно этими огоньками. Дальше улучшение с помощью искусственного интеллекта. На многих смартфонах эти функции активируются, но, к сожалению, на практике они не работают. А работают они только на дорогих смартфонах Xiaomi. Все это нужно тестировать. Дальше еще одно искусственное улучшение изображений, а эта функция позволяет использовать дополнительные кадры на видео. Следом функция, которая позволяет активировать мод производительности. Эту фишку также нужно тестировать. И, к примеру, на этих двух смартфонах есть свой мод производительности. Находится он в батарее, просто перетягиваем вот этот ползунок вправо. Тем самым увеличится производительность нашего смартфона. Эту функцию лучше применять в каких-то тяжелых играх. А также ее быстро можно отключать или включать из шторки. В следующих настройках мы можем посмотреть, сколько оперативной памяти использует наш смартфон. Как видите, на моем девайсе практически всегда свободно 1,5 гига оперативки. А также вот здесь вы можете посмотреть, какие приложения используют больше всего оперативной памяти. Далее информация о батарее. Самые главные пункты здесь – это уровень заряда и исправность батареи. Уровень заряда показывает полный объем вашей батареи, который она способна принять. Исправность батареи должна показывать, что батарея исправна. Также можно посмотреть напряжение батареи и ее температуру. Это языковые настройки клавиатуры, они нам не нужны. Далее идет функция Android Beam, она работает только на премиальных смартфонах Xiaomi и позволяет обмениваться информацией между устройствами. Следующее приложение, связанное с уведомлениями, не открывается на моих смартфонах. Marshmallow Land также не открывается на Redmi Note 10 Pro, но оно работает на Poco X3 Pro.
Это простая Android игра. Dessert Case — это также визуальная фишка, которая связана с Android. Ничего особого она не несет. Paint – блокнот для рисования. Fingerprint — это тоже какая-то фишка Xiaomi, и она не связана с обычным отпечатком пальцев. У меня она не работает. Ускорение зарядки – тоже скрытая фишка, которая работает только на премиальных моделях Xiaomi. Дальше вы можете создавать копии приложений, которые не будут зависеть друг от друга. То есть 2 ВКонтакте, 2 Ютуба и так далее. Все это можно делать с разными аккаунтами. Следом обычное создание второго пространства, а также гороскоп, который не работает на Redmi Note 10 Pro. На Poco X3 Pro он работает. Также здесь есть какой-то китайский календарь, который работает на Poco, но не открывается на десятке. Дальше идет родительский контроль, экономия трафика. Если активировать эту галочку, то смартфон переходит в режим экономии трафика. В этом режиме некоторые уведомления могут ограничиваться. Скрытая настройка для премиальных смартфонов. Эффекты фронтальной камеры. У меня они, к сожалению, не работают. Далее изменение цветов отображения экрана. Если активировать вот эту галочку, то вот здесь вы можете менять цвета. Например, даже можно поставить черно-белый. Вообще, конечно, функция предназначена для людей с особенностями зрения. Создание автоматических задач. У меня уже одна задача создана, давайте я ее удалю и покажу, как создать задачу. Нажимаем плюсик, выбираем условия, например, я выбираю разряд батареи, нажимаю галочку, теперь действие, я добавляю очистка памяти через 1 минуту. Подтверждаем, еще раз подтверждаем. Задача создана. Теперь, когда ваш смартфон разрядится до 20%, вся память его автоматически очистится, тем самым немного снимет нагрузку на батарею. Это обычный проводник, нам он не нужен. А вот это режим фокусировки. Не знаю, конечно, кто им пользуется, но если запустить режим фокусировки, то все функции вашего смартфона временно приостанавливаются. По сути, он создан для того, чтобы вы в какие-то моменты не отвлекались на ваш смартфон. Далее установка виджетов, если, конечно, они у вас предустановлены. К сожалению, не на всех версиях прошивки они устанавливаются. Про это есть отдельный ролик у меня на канале. Измерение количества сердечных сокращений. Загорается вспышка, накладываете палец на вспышку, а также закрываете пальцем камеру. К слову скажу, друзья, что это приложение действительно правильно измеряет пульс. Конечно, в пределах погрешности. Я сверял его со своими часами. Еще одна очень интересная фишка, которая позволяет дополнительно уменьшать яркость вашего дисплея. Сразу отмечу, друзья, что на Redmi Note 10 Pro она без проблем работает. А вот если на Poco X3 Pro запустить ее, то смартфон уходит в перезагрузку. Ничего страшного не происходит, просто смартфон ее не воспринимает. Ну а как я уже сказал, на Redmi Note 10 Pro она работает. К примеру, делаем минимальную яркость, активируем фишку и убавляем яркость еще. Также здесь можно включить галочку «Не отключать после перезагрузки», чтобы эта фишка не сбрасывалась. Или включить дополнительный ярлык сбоку для быстрого запуска. Его можно переносить в любое место. Ну и последняя здесь функция – история уведомлений. Если ее активировать, то на вашем смартфоне будет сохраняться история уведомлений. Ее можно использовать на каком-то смартфоне, за кем вы хотите проследить, и посмотреть, какие уведомления он получает. Друзья, на этой ноте буду завершать обзор. Пожалуйста, не забывайте поставить лайк за старание, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.